Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами вкуснейшим праздничным салатом. И мне так понравилась закуска из пингвинчиков, что я решила украсить и этот салат ими. И получилось очень красиво и оригинально. И это будет отличным блюдом к новогоднему и к рождественскому столу. А представляете восторг детишек, когда они увидят этот салат? Ну а сейчас пойдемте готовить вместе. Для этого салата нам понадобится картофель и морковь, и нам нужно их отварить. И еще отвариваю 5 яиц. Обычно я отвариваю все заранее, даже лучше отварить на день раньше. Затем очищаю и приступаю к соусу. В пиалку добавляю 3 столовые ложки майонеза и 3 столовые ложки белого йогурта. И пропущу через пресс чеснок. Чеснок добавляйте на ваш вкус. Кто не любит чеснок, пропускайте этот этап. И немного присолите. Хорошенько перемешайте и отправьте в кондитерский мешок, так будет намного удобнее. Как всегда, ингредиенты я оставлю в описании под видео. Сразу говорю, делайте двойную порцию этой заправки. Теперь на блюдо выкладываем кондитерское кольцо или можете использовать съемную форму, как я. И натираем картофель на крупной терке. И теперь выкладываю в форму весь картофель. И хорошенько его приминаю. Салат я буду собирать в форме диаметром 22 см. Выложили слой картофеля, а теперь хорошенько присаливаем. И еще я добавляю черного молотого перца. Теперь этот слой смазываю нашим соусом. Дальше натираю морковь на крупной терке. И вторым слоем выкладываю морковь. Морковь у меня была крупная, и я решила сделать 2 слоя, чтобы салат выглядел еще ярче. Выложили слой моркови, и следующий ингредиент – это куриная грудка. У меня грудка запеченная, и нарезаю ее на мелкие кусочки. И выкладываю сверху. Снова присаливаю. И добавляю черного молотого перца. И только сейчас я смазываю снова нашим соусом. Покрываю хорошим слоем соуса. Следующий ингредиент – это маринованные огурчики. И их я стараюсь нарезать мелко. Их обязательно добавляйте в салат, с ними намного вкуснее. И теперь добавляем их следующим слоем. Хорошо распределяйте до краев, чтобы все ингредиенты были видны. Следующий ингредиент – это любой твердый сыр, и натираем его на крупной терке. Если хотите, слой сыра можете пропустить, но огурчики добавляйте обязательно. И теперь сверху выкладываем слой сыра. Дальше выкладываю второй слой моркови, но моркови можно выкладывать только один слой. Следующий ингредиент – это вареные яйца. Отделяем желтки от белков.
Обычно этот салат завершают тертыми желтками, но мне захотелось сверху выложить белки, имитируя снег, на котором стоят пингвины. Поэтому следующим слоем будет тертый желток. Желток я натираю на мелкой терке. Но немного желтка я оставляю в стороне, им я украшу только край салата сверху, чтобы было ярче и красивее. И остальной желток посыпаю следующим слоем. Дальше смазываю соусом. И хорошенько распределяю по всей поверхности. Вот таким образом. И теперь натираем яичный белок, это будет завершающий слой. Его я натираю тоже на мелкой терке. И теперь выкладываю сверху. Он точно будет похож на снег, на котором будут стоять пингвины. И в конце силиконовой лопаткой хорошенько поправляю края, чтобы салат смотрелся аккуратнее. Ну вот и все. И сейчас я только по краешку посыплю немного желтком, чтобы смотрелось немного ярче. И вот такая красота у нас получилась. А сейчас покрываю пищевой пленкой и оставляю хотя бы на час-два, пусть хорошенько пропитается. Если не хотите заморачиваться, украсьте просто зеленью. Ну а я приготовлю пингвинов и выложу сверху. И для этого нам понадобятся крупные и мелкие маслины. Надрезаем крупную маслину вдоль до серединки, таким образом, чтобы она могла раскрываться. Это будет туловищем пингвина. Теперь берем любой творожный сыр и заполняем пустое пространство внутри маслины. Заполняем так, чтобы оливка обязательно раскрылась и в разрезе виднелся сыр. Ну и, конечно, салфеткой аккуратно протираем маслину, убрав остатки сыра. Вот таким образом. Теперь берем морковь и нарезаем кругляшками в 5 мм. Примерно так. И теперь вырезаем маленькие треугольнички. Это будут ножки нашего пингвина. А маленький треугольничек – это будет клюв. Теперь маленький треугольничек надо будет вставить в маленькую маслину. Но если он не помещается, отрежьте кусочек. И вставляем вот таким образом. Теперь на подготовленные кругляшки выкладываем крупную маслину с сыром. Теперь прокалываем зубочисткой маленькую маслину. Затем прокалываем крупную, доходя до моркови. Таким образом пингвин будет устойчиво стоять. И вот такой красивый пингвинчик у нас получился. Но прежде чем украшать ими салат, я советую смазать их растительным маслом. Так они будут смотреться намного красивее. И после того, как салат пропитался, аккуратно вынимаем кольцо и украшаем. И вот такой сказочный салат у нас получился. Красивый, вкусный и оригинальный. Такой салат точно не останется незамеченным на вашем праздничном столе. Ну посмотрите, какой он аппетитный. И какие яркие краски. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и, конечно, я жду вас в комментариях. До скорой встречи!